Есть охота, а есть дистанция длиною в жизнь. Иран – один из самых сложных этапов на этой дистанции. Горы, где все решают не эмоции, а расчет. Денис Морозов возвращается, чтобы закрыть недостающие позиции. Это не просто экспедиция, это движение по мировой таблице. Каждый выстрел – это баллы. Каждое решение – это позиция в мировом рейтинге. Горы, ветер, дистанции и время, которого почти не осталось. И это уже не просто охота. Это спорт, где побеждает не тот, кто стреляет, а тот, кто доходит до конца. Нужно успеть до того, как все изменится. Поехали! Добрались мы до Тегерана в самое неспокойное время. Наверное, самая наша тревожная поездка за всю нашу жизнь. Но мы почему-то не боимся. Это уже третья охотничья экспедиция Дениса Морозова в Иране. За прошлой экспедицией Денису удалось добыть кирманского барана, персидского козерога и исфаханского муфлона в провинции Иезд, а также красного барана и транскаспийского уриала в провинции Семнан. Но путь еще не закончен. Впереди новые горы и 3 редких трофея. Ларистанский и ширазский муфлоны в горах провинции Керман. А затем Дениса ожидает длинная дорога через всю страну, где он попытается добыть армянского муфлона. Сегодня Иран живет в ожидании большой войны, и, возможно, для трофейного охотника это один из последних шансов пройти этот путь. Посложнее прошел процесс растаможки оружия. Время напряженное, тут ничего не скажешь ребятам, конечно. Уже на выходе нас встретили федеральные какие-то службы там. Ничего, главное, что вышли, переехали в местный аэропорт. И вот сейчас местными авиалиниями перелетаем в Синджаба. Всю ночь не спим, в 6 утра вылет, 2 часа лету. На самом деле, наверное, спать надо будет всего 2 часа лета, потому что это единственное время, когда мы сможем поспать. Сейчас все улажено. Мы купили билеты на 3. Мы летим замечательным рейсом из Тегерана в Серджан. Потом немного покатаемся, чтобы найти подходящее место. Но вы понимаете, что я имею в виду. Просто следуйте за нами. Добрались мы до Серджана. Тяжелая, конечно, дорога. Зато здесь солнышко, радостно и приятно. Выходишь из самолета, первый раз такая встреча. Всем дают цветочек. Еще печенька давали. Погода хорошая, тепло очень, солнышко. Ребята на разведке были вчера, сегодня. Сегодня, наверное, еще не успели, но вчера были, понимают, где животные находятся. В общем, с неба на землю в бой, как говорится. Поехали. Группа благополучно добирается до города Серджан, расположенного на юго-востоке Ирана. Его высота над уровнем моря 1730 метров, а вокруг хребты, поднимающиеся до 2 и даже 3000 метров. Серджан окружен степными и горными ландшафтами. Это типичная иранская панорама. Пространство, камень и бесконечный горизонт. Из исторических достопримечательностей – Якчал города Серджан, традиционный купольный ледяной дом, где веками хранили лед в пустынном климате. Название этого места – Якчал. Чал означает «дыра», як – «лед». Таким образом, это означает «ледяная дыра». Зимой сюда перевозят лед на лошадях и верблюдах с ледников. Он наполняется большими кубиками льда,
И летом, когда светит солнце и на улице очень-очень жарко, он помогает сохранить лед, ведь он охлаждает помещение, а лед используют как холодильник. А также можно посетить и Старый базар. Он без туристического лоска, с настоящей локальной торговой атмосферой. И именно отсюда продолжается наш путь в горной охоте Ирана. Название этой локации Сирджан, так же, как и этот город. А этот город находится в провинции Керман, недалеко от Персидского залива. В этой локации мы можем увидеть множество разновидностей барана, таких как ширазский муфлон, керманский муфлон и ларистанский муфлон. Эта территория была закрыта 14 лет для охоты. И это первый год, когда эта территория открыта для любителей горной охоты. У нас все как обычно, все на скоростях. Сейчас заселяемся в номер, быстро переодеваемся. Сейчас приедут егеря, я так понимаю, командиры какие-то, в общем, там природные начальники. И у нас есть там 30-40 минут, сейчас быстренько переодеться, принять, может быть, душ даже. И мы сразу выдвигаемся на место охоты. Мы отправляемся на пристрелку оружия. Погода отличная, позитивный настрой. Все рады началу большого проекта по трофейной охоте рядом с городом Сирджан. Следите за нами и узнайте, что будет происходить с самого начала. Приехали, сейчас пристреляем оружие после перелетов. Тепленько, солнышко вообще, комфортненько очень даже. Плюс 15 на улице. Шикарно, просто шикарно. Денис вновь отправляется в горы с неизменным спутником – карабином Blazer R8. На его счету уже более 30 горных баранов и почти столько же козерогов. 2 перелета, смена высоты, разряженная атмосфера, другая влажность. Все это может повлиять на то, как ляжет пуля. Домашняя пристрелка дает лишь основу. В охотничьей экспедиции все начинается сначала. Оружие необходимо проверить и привести к нормальному бою. Первый выстрел технический. Сжечь масло в стволе. Мишень не важна. А вот следующие 2-3 выстрела уже работа. Именно по ним становится понятно, как ложится пуля и насколько реальность отличается от домашней пристрелки. Ух ты, не туда совсем. Надо смотреть. Каждый раз убеждаюсь, конечно, перепристреливать обязательно нужно. Тестовый выстрел делать. Бывает 50% четко, хотя перед каждым вылетом на охоту обязательная пристрелка оружия дома. Обязательно. Сюда прилетаешь, получается, и здесь еще одна пристрелка. Там перелеты, горы, там и давление, там разряженность воздуха. И вот сейчас тоже чуть-чуть, но нужно подправить. Там немного, один клик, но там на больших дистанциях этот клик может стать роковым. То есть чуть-чуть, но надо подправлять. Последние 5-6 дней егеря просто наблюдали за этими животными, и мы останавливались здесь, чтобы найти подходящую позицию. Тут есть самцы, одинокие особи, которые находятся в этом районе. Егеря высматривали и загоняли животное, преследуя его каждый день. И сейчас это подходящая позиция. Животные очень быстро передвигаются. Пошли охотиться.
Осторожно поднимаясь на склон, группа вдруг слышит звук мотора. Белый пикап. Из него выскакивает мужчина и бегом направляется прямо к нам и что-то там орет на языке фарси, словно мы встретились где-то у дороги. Как выяснилось позже, он просто приехал поздороваться и сообщить, что баран за этой горой. Эта горная тропа животных поворачивает направо, но сейчас мы не уверены в правильной позиции. Если все будет хорошо, мы поднимемся на скалы и с вершины легко сделаем выстрел. Но если это животное почует, сменит позицию и пойдет на другую сторону горы, тогда у нас здесь готовы машины, мы сядем, поедем и проверим другие точки, другие позиции. Все хорошо. Южная часть Ирана. Суровые каменистые горы, где пустыня медленно поднимается к хребтам. Днем температура здесь может быть обжигающей, а ночью прохладной. Воды мало, растительности почти нет. Здесь живет один из самых редких баранов – ларистанский муфлон. Это самый маленький горный баран в мире. Но его компактность не слабость, а адаптация к жаркому и сухому климату Южного Ирана. Высота в холке колеблется от 54 до 62 сантиметров, а вес – от 27 до 39 килограммов. Высота его обитания обычно ниже, чем у многих других горных баранов, примерно от 800 до 2500 метров над уровнем моря. В местах, где каменистый рельеф становится их лучшей защитой, бараны постоянно наблюдают за долиной. Любое движение, и стадо исчезает за гребнем так же быстро, как и появилось. Я думаю, лучше идти с внешней стороны. Если мы увидим животное, я уверен, ты сможешь сделать выстрел лучше, да? Сверху. Лучше выходить на животное сверху. Да, это лучше для тебя. Нет, это лучше для нас всех. Все, он там лежит, побежали. Никогда так нельзя делать. Надо взять спокойненько палку. Взять спокойненько бинокль. Ни хрена мы нет. С таким подходом. Ребята, точно. Куда им находится, я не понимаю. Мы ехали, он говорит, час 15 минут отохотимся. Баран там лежит, человек 2 дня возле него ночует. Мы приезжаем, а это даже не то, что не охотник, я даже не знаю, кто это, даже не чабан. Бежит вот так вот. Если он и здесь и был, то, короче говоря, попались мы. Самое страшное в жизни это, скажем так, неграмотный человек. И мы, походу, попали в какую-то ловушку. Амир, наш проводник, в аварию попал, в тяжелом состоянии лежит. Мы всегда с ним охотились. Это профессиональный охотник. Сейчас ребята как-то так не проявляют никакого профессионализма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, все начинается классически, вляпались. И вдруг движение. На дальнем гребне появляется силуэт. Трофейный муфлон выходит на склон после дневного отдыха. Тот самый, ради которого и начинается эта горная игра. В такие моменты все замирает, потому что дальше все решают опыт, терпение и один шанс. Если мы пойдем так, животное не увидит нас. Наверное, не испугались, они просто на эту сторону перешли, мне кажется. Ну, в общем, видим сейчас их. Подъедем, в гору поднимемся и будем пробовать. — 780 метров. Слишком большая дистанция для того, чтобы стрелять по самому маленькому барану в мире. Денис принимает решение. Как только баран зайдет за складку рельефа, подойти ближе.
Денис, все. Денис, это чудо. Поздравляю. 370 метров. Ну, может, больше, 400. Он же убегал. А где животное? Вот оно. Ты видишь животное? Да, оно там. Да там вот такая вот собачонка. Очень маленькая. Когда мы говорим про Ларистан, Ларистан — это самый маленький и красивый в мире. Я говорю про этот трофей. Рога у него невероятные. Невероятные, вы увидите. Но не забывайте, что размер животного очень мал. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой же это долгожданный трофей, если бы только можно было это передать. В общем, это диковинное животное, которое является самым маленьким на планете бараном. Самый маленький. То есть меньше этого животного не существует в природе. Это ларистанский баран. И еще в этом примечательном, удивительном месте сегодня совершился открытие заново ларистанского барана. 15 лет было закрытое животное. За 15 лет не было добыто ни одного. 15 лет не давали лицензию. Мы 3 года назад еще там, грубо говоря, деньги отдали и ждали, пока нам его дадут. Каждый год на следующий, на следующий, на следующий. И в этом году открывают нам этого барана. Открывают барана, но тут опять не бывает все спокойно. Вот прям мы вчера приземлялись, на нас местные смотрят и говорят: ребята, вы что здесь делаете? Тут иранцы разлетаются. Трамп подогнал всю эскадрилью, военную, морскую, наземную, и каждый день грозится нанести удар. В общем, надеемся, что этого не произойдет, и все будет мирно и спокойно, но пока это не мирно и не спокойно, и такая напряженность чувствуется и в народе, и везде. В общем, в таком, на перекосе такого, то есть мы понимаем, что если там что-то, заварушка начнется, то и улететь там отсюда не сможем. Такая рискованная затея с нашей стороны. Ну, не знаю, как оно дальше пойдет, но мы сегодня утром прибыли, и сегодня к вечеру добыли это просто чудо зверя. Я не знаю, вот такое маленькое животное. Стрелял не так далеко, но он уже убегал. Тут, конечно, с организацией ребята чуть напортачили, ну, ничего. Бегущего в малютку такую стрелял, ну, где-то зацепил, и потом уже вот здесь, уже на переходе на дальний кордон добрали. В общем, это старый самец. Уже, ну, то есть реально, то есть как бы даже по ощущению, что он бы там следующую зиму точно бы не перекантовал. Уже бы, наверное, почил бы. Поэтому это вот получилась та настоящая трофейная охота в Иране на ларистанского барана. После 15 лет закрытия мы первые охотники, кто прибыли. Каждый раз сюда приезжаешь, и каждый раз я говорю: да, лучшие люди на земле иранцы, конечно, молодцы. Дай Бог им мира, все остальное у них сложится. Сегодня нас один из егерей пригласил к маме на ужин. В общем, идем в гости на иранский ужин. Посмотрим, как они встречают, как они отдыхают. Обычная простая семья из Ирана. Это специальный ароматический кофе. Внутри чайника много травяных шариков, расположенных близко друг к другу, плюс кофе. Это любимый напиток людей именно в Сирджане. Это у нас гвоздика. Вот. Это гвоздика, 100%. А это домашняя пахлава. Это фисташковая. Посмотри, зеленый цвет. В Иране живут скромно, но очень тепло. Дом – это большая семья под одной крышей. У каждого своя комната, но всех объединяет кухня. Каждый вечер здесь все собираются вместе, едят на полу, разговаривают, смеются. Женщины готовят ужин, а главный человек в доме – мама. Ее уважают и по-настоящему берегут. Сегодня особенный вечер, в доме гости. Значит, будут совместные фотографии и песни после ужина. Так обычный вечер становится праздником, где ты уже не гость, а часть семьи.
эти аплодисменты прямо сейчас, потому что в нынешней ситуации в Иране, возможно, есть некоторые проблемы, но вы здесь для того, чтобы помочь сохранить природу Ирана. Это очень важно для нас. И он просто сказал мне: «Спасибо, что вы приехали в Иран. Для меня лучшая национальность в мире — это иранский народ. Поверьте мне». از من خون شده دل یاد کنن که این ملاقات من آیند و مرا شاد کنن محبوب من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران اول به دامارم تو را بنگه گرفتارم شدم من. Доброе утро. Третий день охоты в Иране. Мы сейчас находимся в Сирджане, и у нас второй трофей. Первого добыли сразу же в первый день ларистанского муфлона, самого маленького в мире барана. В этом году было выдано 2 лицензии за последние 15 лет. Вот мы первые охотники, которые прибыли сюда после 15 лет перерыва. И второй трофей — ширазский муфлон. Вчера не получилось съездить на охоту, потому что там какая-то путаница с документами, время непростое. В общем, правительство сказало: ребята, не дадим вам возможность сдвинуть запланированную охоту на сегодня на 1 день раньше. Выдвигаемся за ширазским муфлоном. Вчера группу накрыла еще одна проблема – разрешение на въезд в охотничью зону. Лицензия есть, оружие оформлено. Казалось бы, какие могут быть вопросы? Но группе запретили не только охоту, даже просто посещение зоны для разведки на следующий день. Как пояснили старшему егерю, решение принято на уровне правительства. Сейчас такое время. Егеря что-то замечают в горах. Где? Здесь? Это рекордный баран. Животные там? Да, мы близко к животным. Мы ждем подходящего момента, чтобы занять правильную позицию. Баран зашел туда, очень большой. Говорит, рекорд какой-то. Посмотрим, сейчас будем объезжать, и с той стороны, так понимаю, будем подниматься. Сомнительные ребята. Я ничего не вижу здесь. Местные егеря видели животное внизу, за этой горой. Вот там. Но там не чисто. Можно подойти ближе к животному по горе. Сверху мы проверим всю долину. Там лучший обзор. Вот с той точки плохой обзор. Давайте начнем с вопроса. Как люди в Иране относятся к тем, кто приезжает на охоту из других стран? Итак, я хочу немного рассказать вам о трофейной охоте в Иране. Я работаю в сфере туризма и охотничьего туризма уже почти 20 лет. Когда мы говорим об устойчивости охоты в мире, Иран является одним из пионеров. В Иране мы всегда задумывались о том, как развивалась охота на протяжении всей истории. Если говорить о последних 100 годах, люди брали пищу из природы и дикой среды.
Но при этом у них была стратегия охоты и принципы устойчивости. Сегодня, спустя годы, люди думают о том, как действовать правильно и соответствовать стандартам в сфере охоты. В обществе формируется понимание того, что охотники помогают природе и дикой фауне, потому что выбор одного животного из группы – это сложный процесс. Необходимо поэтапно все проверить, и только после того, как найдено правильное животное, то, что сегодня называется трофеем, то можно делать выстрел. Это принцип, который сегодня в большей или меньшей степени понимают люди во всем мире, и, конечно, в Иране тоже. Поэтому люди здесь рады, когда видят международных охотников. Кроме того, когда охотники приезжают в определенные регионы с официальными разрешениями и лицензиями от государства, они привозят с собой деньги. Значительная часть этих средств напрямую направляется на поддержку дикой природы, на ее сохранение и защиту, в том числе конкретно тех видов, на которые ведется охота. После добычи трофея он обрабатывается и подготавливается. Это хорошая новость. Все больше людей и охотников со всего мира приезжают в Иран, и знания о трофейной охоте растут с каждым днем. Приезжайте и присоединяйтесь к нам в Иране для трофейной охоты. Вот видите, вот такая скала, а с другой стороны долина. Мы пошли на другую сторону скал, чтобы проверить остальные участки. Они изменили позицию, местный проводник пошел вот так, чтобы следовать за животными, и никаких сигналов не было. Мы с Хасаном пошли на другую сторону. Я ничего не увидел. Местные жители тоже? Да, никого. Все по-нашему. Зверь был вчера, был утром. Пока зверя нет. Что-то упустили. Идем вниз, будем там думать, как дальше жить. Война войной, обед по-любому по расписанию. Поэтому обедать надо. Знаете, когда мы говорим о таком трофее, как Шираз, это действительно редкий трофей. Поэтому у нас всего несколько разрешений на посещение этого района. Животное где-то бродит вокруг, а местные жители постоянно присматриваются и контролируют обстановку, чтобы найти подходящую позицию. Сегодня у нас была возможность подойти к животному. Мы подошли с одного из углов, учитывая ветер, чтобы подобраться поближе. К сожалению, нам не удалось найти животное в нужном месте для хорошего выстрела. Я перегруппировал местных жителей, чтобы снова взять под контроль территорию и подготовить их к раннему утру завтрашнего дня, чтобы найти один из этих знаменитых трофеев, которые здесь действительно есть. И мы, как всегда, будем стараться изо всех сил. Мы должны быть лучшими, все за нами наблюдают. Надеюсь увидеть завтра наилучший сценарий и лучший результат в борьбе за трофеем в Ширазе. Спасибо. Доброе утро. Хотя, честно говоря, для нас не очень оно доброе. Вчерашняя охота побила все рекорды по неорганизованности. Сегодня пробуем еще там же поохотиться на Ширазского барана, но, честно говоря, надежд ноль. Здесь вопрос, наверное, больше не к тому, что ребята там неопытные, просто 17-15 лет охоты не было, и я думаю, что из-за этого, конечно, ослабли навыки. Короче говоря, сегодня принято решение, мы сегодня охотимся
охотимся в 9 вечера, вылетаем без разницы, добудем сегодня или не добудем. В 9 вечера мы улетаем в Тегеран, и завтра утром мы вылетаем из Тегерана в Табриз. Из Табриза будем добираться уже до места охоты и будем уже пробовать завтра после обеда охотиться уже на армянского муфлона. Надеюсь, что все будет нормально, но надежд мало, животного мало, организация слабенькая. Вот такие вот у нас дела. Поехали, попробуем что-нибудь сделать. Поехали. Группа выдвинулась в горы, и снова сюрприз. Ветер усилился и сменил направление на северный. Сегодня будет холоднее, чем в предыдущие дни. Но это лишь половина проблемы. Теперь охотникам предстоит заходить в горы с другой стороны. Той, где разведка еще не проводилась. Ширазский муфлон, животное которого почти невозможно увидеть первым. Он живет в горах, где нет ни воды, ни тени, ни права на ошибку. Здесь выживают только те, кто слышит ветер раньше, чем он подует. Ширазский муфлон – идеальный наблюдатель. Зрение – ключевой инструмент выживания. Контролирует все подходы снизу и видит человека раньше, чем тот поднимет бинокль. Трофейные качества самцов. Высота в холке достигает до 70-80 сантиметров. Вес – до 65 килограммов. Ширазский муфлон имеет гораздо больший размер, чем ларистанский муфлон. Активен рано утром и перед закатом. Днем исчезает. Цвет шерсти идеально совпадает с цветом гор. Он практически невидим. У старых баранов поведение меняется. Они становятся осторожнее и умнее. Чаще всего они одиночки или находятся в маленьких группах. Это не просто трофей. Это проверка на терпение. Просто пойдем погуляем. Никто ничего не видел, просто так. Отчаяние нарастает, и причины очевидны. Все рушится. Авианосцы уже в Персидском заливе. Охота под давлением. Животных все еще нет, а время заканчивается. Уже вечером группа вылетает в другой регион охоты. Обстановка вызывает сильное беспокойство, охотники теряют надежду. У них есть новости. Но прежде чем мы начнем, Хасан проверит, правильная ли эта позиция, подходящее ли животное, и тогда мы просто начнем следовать за ним. Летим к ребятам, где этот баран. Будем пробовать добыть. Конечно, погода для стрельбы, мягко говоря, не очень. Ветер 20 метров в секунду. Подходить сложно и стрелять сложно. А все воля Божья. Итак, у нас хороший трофей, и он спит. Есть хорошие новости и плохие. Плохие новости – сильный ветер. Хорошие новости – ветер на нас. Хорошо, пошли. Окей. Баран спит. Ветер сдувает даже с лежачего положения. Денис принимает решение подойти ближе.
Вот это да! Мои поздравления! О мой бог! Это он нашел? Да. Ой-ой-ой, честно говоря, ни одного шанса не было, чтобы мы добыли этого барана. Ни одного. Я, честно говоря, проснулся, и у нас даже вчера мысли были с утра даже улететь. Ну, то есть мы понимали, что это такой трофей, они уже самки-самцы разошлись. Не так много барана действительно. И вчера мы его упустили, там, ввиду там обстоятельств. И сегодня еще ветер. Понятно, что он не будет в открытую гулять. Найти его было невероятно сложно. Я даже не представляю, как его ребята нашли. Они нашли, он спал в камнях. В камнях спал. Ты даже подходишь на 100 метров, и его тяжело найти. Желтые камни, он весь желтый, вообще невозможно разглядеть его. Просто невероятно. Это тоже вот невероятный трофей. Вот прям я не знаю даже, как его описать. Шаразский муфлон. Вот просто супер трофей. То есть, как бы прям трофей. Тут как положено. То есть, как бы вот прям сердце радуется вдвойне, когда ты добываешь трофей, когда четко понимаешь, что может быть еще один год, то есть, как бы вот эту зиму, на следующую зиму он уже не пережил бы. То есть, уже все, уже зубы стерлись, уже еле ходит, такой уже старик. Он уже точно не принесет никакой пользы природы. И когда ты такой трофей забираешь из природы, ты понимаешь, что ты только облегчаешь природу, то есть, делаешь это хорошо. Плюс люди, плюс все. И ты понимаешь, в этом вся скрытое таинство этой трофейной охоты, когда ты еще приносишь пользу. С одной стороны, кажется, добыли, да, вот животное, вот оно бегало, а вот оно. А на самом деле мы сегодня выбили из природы трофей, который уже не репродуктивный, он уже не нужен природе. То есть он приносит, ничего пользы от него никакой нет. Всего 2 лицензии было дано в этом году, и непонятно еще прилетит охотник или нет, потому что непонятные политические коллизии выходят, и там все, кораблей все больше и больше, какие-то армии приближаются. В общем, ребята ждут со дня на день, может быть, начнется там удары. То есть, как бы, не дай бог такое кому-то пережить. Честно говоря, мы прямо сейчас здесь находимся, и мы это прям ощущаем, такое внутреннее состояние, такое настроение людское. Мы сегодня уже приняли решение, что у нас 9 часов вылет. Добудем, не добудем, улетаем все равно. И если что, будем возвращаться в марте. Хотя, непонятно, что будет происходить на политической арене, поэтому вернемся или не вернемся. В общем, как говорится, Господь порадовал нас, слава Господу, и дал нам этот шикарный трофей, с которым мы будем возвращаться. Спасибо ребятам, даже с учетом неслаженности, но найти вот так вот, это действительно мастерство. Мы счастливые, движемся дальше.